Мальдив. Жизнь продолжается. И сегодня мы снова послушаем лекцию нашего коллеги из Голландии. Он является нейропсихиатром, нейропсихологом, учился поведенческой психотерапии и даже был кандидатом в психоаналитической ассоциации в течение 15 лет голландской. Поэтому у него, как говорят у нас, не голова, а дом советов. Вот, но самое интересное, что мы уже успели понять, в четверг он может сложные идеи рассказывать очень простым и живым языком. Жак Ван Кук объездил весь мир и наконец добрался до рая. No, I shall try to speak loud because I cannot hear very well. So I will speak also loud, and because I'm becoming old, so my ears are not so well. Я постараюсь говорить громко, потому что не очень хорошо слышу, сказал он 2 раза подряд. Today is a very special day. Сегодня очень особенный день. Because what is the answer? Потому что и каков ответ? Вот. Почему особенный день? Это вопрос. Почему особенный день? Конец скуки. Ага, the end of boredom. Yes, I hope. Надеюсь, да. But it is of course a very important day. Но это, конечно же, очень важный день. Why? Почему? Who in the audience know this? Кто знает? У Лены помощника день рождения. So that means new life. Это значит новая жизнь, да? So novelty, new things are very important. Новое, что-то, какие-то новые вещи, это очень важно. But what is new also today, А что еще сегодня новое? and which is fired all over the world, И весь мир вспыхнул от радости, что вот это случилось. В Венесуэле избирают президента. Гарри женился. No. The answer is simple. Ответ простой. Новый день. A new day and we are still alive. No. The answer is so simple Ответ такой простой, that you don't see it. что вы просто его не видите. Сегодня новый день. And that Today, is, new day. yes, no. Today it is the most important day for Catholics and for the Christians because it's Easter. Сегодня католическая Пасха. Yes. That is the most important festival in Christianity. Это самый важный праздник для христианства. Yes. And now my question is, why are you so stupid that you don't know it? А у меня такой вопрос, а вы что такие тупые, что не знаете? I'm sorry for this impoliteness, but Извините, что невежливо. Потому что Пасха в другое время. Сегодня не Пасха. Что угодно, только не Пасха. Easter? No. Yes? Oh, so, I'm sorry. Католическая Пасха была 7 Yes, апреля. I'm sorry about this. I'm sorry. It's a stupid mistake. Очень жаль, что не знаю, ваша моей стороны. But I'm sure that if at what date was your Easter? Какое там число-то оно было? 6 апреля, 6 там какое-то воскресенье было. I'm sure that if I was here at 7th of April or 6th of April,
you did not know the answer too, I think. Я думаю, что если бы я сюда приехал 6-7 апреля, вы бы тоже не смогли ответить на мой вопрос. Okay, but We wouldn't be sitting at any conference on a day like that. okay. So then I have to apologize twice. Тогда я должен дважды извиниться. Yes. But the point is this: what are we? What are we firing? What's the festival? Why are we so happy at Easter? Ну, вопрос в чем? Чего это для нас так зажигательно? Чего мы так счастливы, когда Пасха? What makes us happy? Что делает нас счастливыми при этом? Славянская купальница. Чего? На Руси 20 мая купальницу празднуют. Это уже не проехали, Саша. Хорошо, фестивал, I think we are happy. We are happy in Easter because something important. Jesus Christ was dead. You know that, and then he was coming alive again. Я думаю, что мы счастливы в Пасху. Почему? Потому что Христос умер, а потом возродился. Yes. And there were two of his apostles, two of his friends. Yes. И было два апостола, его двое его друзей. And this one did not believe that he was coming alive. И одного из них, помнится, звали Фома, и он не поверил, что тот возродился. Yes. And one said, I can only believe it if I can touch him. И один из них сказал, не поверю, пока не помацаю. If I can put my hand in the wound. Если я, когда вложу персты я в рану его, тогда только поверю. So that is touching. Это прикосновение, касание. And that is one of these stages. И вот он нарисовал на бумажке стадии чего-то, и это одна из стадий развития мозга. In my model, it is the contact with the object. Значит, это его модель. В этой модели здесь написано рептильный мозг, контакт с объектом. Вот когда вложил персты в рану, тогда у него контакт с объектом есть. I can only believe it if I can touch the wound. Don't kill me. Значит, я могу поверить это только если вложу пальцы в рану, и он тыкает меня в ребра, а я говорю, не надо. The other one said, I can only believe it when I can see it myself. Следующий ученик сказал, поверю только если увижу. And that is in my stage, this one, visual system. И по модели, которая здесь нарисована, это зрительная система. Мозг млекопитающего. But then the answer was, they will in heaven that don't touch, don't see, but can imagine. They А are the дальше believers. сказано было то, что понятно университетскому выпускнику, что в рай попадут те, кому не надо хватать, не надо смотреть, а которые поверят без этого. And that is imagination. И это сила воображения. And in imagination, language is important. Для воображения важен язык. And that is the festival of Easter, that we cannot see Christ, we cannot touch him, don't be afraid, and that we can only imagine it and talk about it. И в этом празднество Пасхи, в том, что мы не можем Христа сами повидать, мы не можем к Нему прикоснуться, Он говорит, не пужайтесь, значит, но мы можем говорить о Нем, мы можем знать, верить и говорить. And that is why we are so happy at Easter, because we believe in the miracle. И поэтому мы столь счастливы в Пасху, что мы веруем в чудо. And that is actually also the realization in psychoanalysis. In analysis, the therapist is not allowed to touch the patient. И таково же понимание в психоанализе. В психоанализе аналитику не разрешается мазать пациента. And the analysis don't see at patients. The patient cannot see
the analysis. А пациент не может видеть аналитика. And this is crucial because it stimulates the imagination. И это самое главное, потому что в результате стимулируется та часть мозга, которая воображение. So every analytical session is again to have a festival of Easter. То есть аналитическая сессия есть некое повторение празднества Пасхи. Because the client wants to kiss or wants to be kissed or wants to be seen by the therapist. Потому что клиент испытывает желание поцеловать аналитика, терапевта, чтобы аналитик его поцеловал, чтобы видеть его хотя бы. And that is painful. И это желание мучительно. Actually, the client, the patient is coming and wants to be seen and wants to be touched and kissed and loved. Клиент приходит, и он хочет, чтобы его видели, к нему прикасались, его целовали, его любили. If this is too much, we call this narcissistic. Когда у пациента такое чересчур сильно, то мы это называем нарциссизмом. And if this is too much on one object, then we call it perversion. Если это слишком сильно направлено на какой-то один объект, то мы называем это перверсией. And if the patient is unable to say that, we call that anxiousness. Если пациент не способен высказать это свое желание, мы это называем тревожностью. If the patient feels guilty about it, we call it depression. Если пациент испытывает по поводу этого желания чувство вины, мы называем это депрессией. And if the patient says, I don't know what I'm doing here, then we call that boredom. А если пациент нам говорит, я не знаю, что я сюда вообще хожу, то мы это называем скука. That is actually what I have to say. Это, собственно, я и хотел сказать. So, what we should do is to go through this painful, because I want also to touch you, I want to kiss you, I want to, that you say, oh Jacques, you are fantastic, I admire you. So that is the point, that is all suffering. That is suffering and suffering and suffering. That is painful to go through this process. Дело в том, что когда мы приходим, и к нам приходит пациент, и у нас ведь есть желание прикоснуться, поцеловать, чтобы пациент сказал, Жак, я тебя люблю, какой ты прекрасный и замечательный. И это желание тоже мучительно. И вот это вот страдание, это и есть аналитический процесс. Yes. And we as analysts have also this desire to kiss and to love and to be seen by our patient. У нас, как у аналитиков, тоже есть это желание, чтобы пациент нас видел, и любил и целовал. So to become an analyst is a very painful process. То есть стать аналитиком – это процесс, который достаточно мучительный. Because we have to grow at this high level of believers. Потому что нам предстоит дорасти до этого высокого уровня, до уровня верующих. And only you can become a good analyst, or you can become a better patient in a very love environment. Love. Love. So the, Ага. И вы можете стать хорошим аналитиком или хорошим пациентом только в таком окружении, где очень много любви. so the answer of all these questions is always love, but also in addition restriction. То есть ответ на все эти вопросы всегда любовь, но в то же время торможение, сдерживание. Okay. Now we can start. Yes, with that is what I want to say. And now I will go through the Это как бы slides. вступление, а теперь мы можем начать. В смысле послания. So the answer, yesterday I had this riddle. Вчера я предлагал эту загадку. Which one? Четверг. The cardiologist. В четверг. Yes.
the cardiologist relates to the tongue, is the psychotherapist relates to what? What is the, well, I give it the Он предлагал такую загадку. Чем отличается психоаналитик от кардиолога? Функция кардиолога, да, это чтобы насос работал, а функция аналитика в чем заключается? So what is the answer? Каков ответ? Подскажите, Желание накачивать. Pumping desire, wish. Yes, wanting. Хотение. Okay. Next one. Wanting. Следующее. Хотение. Yearning. Жажду чего-то. Interestingly, what I wish is at certain levels. При этом есть такая любопытная вещь. То, чего я хочу, может находиться на разных уровнях. It can be the wish for food, Может, я хочу есть. drinking, Может, я хочу пить. Я ж хочу. that is what we call the reptile, that is what snakes want. Вот тут он обзывается. Это называется мозг рептилий на уровне той части мозга, которая досталась нам от рептилий. Yes. A big step in evolution is that I see an object. So this is the object. I want to break it. Yes. Большим шагом в эволюции является, что когда мы видим объект, он решил не съесть меня, а попить воды. It is very big step in evolution that I can see. When I drink this water, yes, I have desire for water. Right? То есть это большой эволюционный шаг. Вот я когда вижу воду, я хочу воду. But now I am in a shop. А ныне я нахожусь, допустим, в магазине, Supermarket. в супермаркете. And then I can see it and I have the desire for this bottle. И я могу эту бутылку воды увидеть и испытывать желание к этой бутылке воды. Can say and mention that this is an enormous step in desire development. Представьте себе какой-то колоссальный шаг в развитии желаний. Because the object is far away. Потому что объект от меня удален. And in order to want this object, I need motor activity. И для того, чтобы получить этот объект, мне нужна двигательная активность, моторика. So motor control, motor is very linked to visual. То есть контроль за моторикой очень хорошо, сильно связан с зрительным восприятием. The child, the baby, after 2 weeks, 3 weeks, is looking at the mother. Младенчик в 2-3 недели уже смотрит на маму. And that is a long step in evolution that you can, I want to see the face of my mother. И вот это огромный шаг в эволюции. Я хотеть видеть лицо своей матери. First time I can see this eye or that eye. Вначале я, может быть, вижу этот глаз или тот глаз. But by doing it, I can make all the face, the nose, the eye, and I can glue it together. Но проделывая это, я могу в итоге собрать целое лицо, я могу склеить образ лица вместе. So in our development, this step of seeing the face and making one, it is by gluing. То есть в нашем развитии вот этот шаг, когда мы видим какие-то части и собираем их воедино, он производится путем склеивания. And this is, I called in my model grouping or gluing. В своей модели я это назвал группирование или склеивание. And it happened in our brain in the basal ganglia. И это нечто, что происходит в нашем мозгу, в базальных ганглиях. And we want to do it, and then we can
can see it's okay because your face is different from the background. That is also important. Мы хотим это сделать, и наконец мы видим, все в порядке, лицо отличается от фона, а это тоже важно. Типа я не сливаюсь со стенкой. So this is very important for understanding that when I go around this, your face is always the same, but the background is different. Очень важно, что если он пойдет вокруг меня, то мое лицо останется моим лицом, несмотря на то, что фон будет меняться. So that means that the child learns to differentiate from what is together and what is not together. То есть ребенок учится дифференцировать, что все вместе, а что отдельно. And we learn there how it should be. This is the ideal. И мы таким образом узнаем, как должно быть, каков идеал. And this is happening that the child wants to go to mother. И когда это происходит, ребенок хочет отправиться к матери. Yes. What Klein, and especially it was by Bowlby, see that this is actually what this is the attachment process. Кляйн и после нее в особенности Боулби увидели это как процесс привязанности. So at a certain point, it is around 1 year or 9 months, then the child can see, oh, this is my mother and this is a different person. В определенный момент, он говорит в год или где-то в 9 месяцев, происходит явление, известное мне как явление 8 месяцев, когда ребенок видит, что вот это моя мать, а это незнакомец. So we have to look at this way of thinking for understanding what is happening in patients. То есть нам нужно рассмотреть этот способ думания о том, что происходит, для того, чтобы понимать, что происходит с нашими пациентами. The patient, for psychoanalysis, for example, has to be beyond this phase. Пациент, который может быть подвергнут психоанализу, должен уже пройти эту фазу. If there is a very early disturbance between mother and child, the patient is not equipped for psychoanalysis. Если произошли очень ранние нарушения отношений в диаде матери и младенца, то этот пациент не оснащен для психоанализа. So we have to look at these functions. Поэтому нам необходимо посмотреть, как он функционирует, посмотреть на его функции. Can the patient differentiate between different people? Способен ли пациент дифференцировать, проводить различия между разными людьми? Okay. Can we have the next slide? Можно следующий слайд? My answer is on boredom. Boredom is not be able to make a new goal. Мой ответ на то, что такое скука. Скука – это неспособность создать новую цель. So that is also important as the patient goes through the stage of recognizing objects. То есть для этого очень важно, чтобы пациент был прошедший через стадию распознавания объекта. After a certain phase, the baby is able to imagine the mother when the mother is gone. Затем, на определенной стадии, младенец способен представлять себе в воображении, то есть создает репрезентацию матери, когда матери рядом нет. And actually for psychoanalysis, the patient should be at this stage can have imaginations. То есть, если человек приходит к нам на анализ, нам нужно, чтобы он был кем-то, кто достиг стадии воображения. And Freud made a mistake. Sometimes he started with patients with borderline, for example, and classical analysis, and then it was mistake. That doesn't develop very well.
Вот Фрейд несколько раз таким образом обломался. Он начинал анализ с человеком, который пограничный пациент, то есть который не прошел этой стадии. И в результате классический анализ не мог дать никакого результата. So, but now we know better the mechanisms behind it. Но теперь мы лучше знаем, какие механизмы за этим стоят. So now we can better make indications for what level we should give to the patient. Теперь мы лучше знаем, на какие показатели надо смотреть, чтобы понять, какого уровня достиг пациент. Okay, we can go to the next slide. Yes. Следующий, пожалуйста, слайд. Important is that we speak the same language. Важно, говорит он мне, чтобы мы говорили на одном языке. It is especially about objects. Особенно в связи с объектами. What is an object? Что такое объект? I call this an object. Он вот эту штуку называет объект. How do we think about objects? Как мы думаем об объектах? Because if we go on functioning, we have to talk about objects. And the problem now, Потому что если мы говорим о функционировании, то нам нужно говорить об объектах. И проблема в чем? that in science, people are using different languages and not knowing that they use different language. Проблема в чем? У человечества есть разные науки для описания человека. И эти науки говорят в разных системах терминологии, разными языками. For example, behavioral therapy have another language of objects. Скажем, у бихевиористов, у поведенческой терапии есть другой язык для того, чтобы говорить об объектах. So it's important that you ask which language are you speaking. Поэтому важно как минимум спросить, а вы на котором языке говорите? Are you speaking behavioristic? Вы говорите на бихевиористическом? Or are you analytical? Или вы говорите на аналитическом? Or have you more the social historic perspective? Или, может быть, вы склонны к взглядам социально-историческим? The behaviorist use empiristic language. Бихевиорист использует эмпиристический язык, то есть основанный на опыте. They think that objects can only move if there is a force from outside. Значит, с точки зрения поведенческой теории, чтобы предмет двигался, на него должна воздействовать какая-то сила. So in the it is, you know, perhaps tabula rasa. Yes. Okay. It has to do with the tabula rasa idea is that the child has no wish that everything is coming from the outside. То есть фактически мы возвращаемся к идее табула раса, что мозг младенца чист, и если у него появляются желания, то они пришли снаружи. So if there is a disturbance, the child is, for example, addicted, then one is thinking that it is because of bad parenting, bad mother. То есть если произошло некоторое нарушение, ежели был ребеночек и получился человек с аддикцией, то это типа родители виноваты, мама была плохая. This we call rationalistic, that the object has also a wish, the object wants something. So it is not, if the object is moving... What is rationalistic? Different view? No, you have, if you look at, you have in epistemology, you have empiristic and rationalist. And rationalistic. In the rationalistic... Если мы противопоставим значит, взгляду эмпиристическому взгляд рационалистический, то, показывает он на бутылочку, объект имеет собственные желания. In the rationalistic, the object wants something. Объект чего-то хочет.
In the rationalistic view, this bottle wants to go down. С рационалистической точки зрения, я это чувствую рукой, у этой бутылочки есть отчетливое желание упасть вниз. It is the wish of the bottle. Это желание бутылочки. In the rationalistic view, the child wants something, and that's the libido of God. С рационалистической точки зрения ребенок чего-то хочет, то, что Фрейд называл либидо. So this is a very different world from the empiristic and the behaviorist world. Мы получаем картину мира совершенно иную, чем эмпиристическая картина бихевиориста. What is new is the perspective of the Russian Vygotsky. Что есть нового на свете по сравнению с этими двумя очень старыми взглядами? Допустим, взгляды такого русского специалиста. Vygotsky has an opinion, and which is now very good, very fitting, that it is, you cannot look at father, you cannot look at mother, but you have to look at the total environment, and especially language. И, как объясняет нам Жак Выгодский, он высказывал взгляд, который на сегодняшний день чрезвычайно принят, что мы смотрим не отдельно на папу или отдельно на маму, отдельно на ребенка, а что есть некая общая среда. And now the biggest problem we have now in neuroscience is that there are different languages. In neuroscience, imaging, genetics is an empiristic worldview. Если мы переходим к нейрологии, современной нейрологии, мы сталкиваемся с той проблемой, что современная нейрология мыслит эмпиристически. And psychologists, especially from Freudian thinking, have a rationalistic view, and so that not fit with each other. А психологи-то, особенно психоаналитики по Фрейду, они мыслят рационалистически, то есть мы получаем столкновение эмпиристического и рационалистического взгляда. And that is why the analytic Freud's theories cannot be tested in a computer, cannot test it in MRI and in the brain. Это причина того, что аналитические теории Фрейда не поддаются лабораторной верификации, не могут быть проверены в компьютере, не могут быть проверены на сканах МРТ. Vygotsky is very revolutionary. Выгодский – это очень ново. Because Vygotsky told us that it is not the object or not the environment, but there is new ways of communication like language. Потому что он сказал нам, что речь идет не об объекте, отдельно о среде, а что есть такие новые способы мыслить, как человеческая речь, язык. So probably Maybe we should change it. Yes. I think that we need also to develop a new language. Я думаю, что мы должны также выработать новый язык. It's also like in physics, you cannot consider light as energy nor as mass or objects, but you have to develop a new language. That is also a problem now in physics. Так же, как в современной физике, вы не можете думать о свете как об энергии или как о массе объекте, а объекта нужно, в общем, нужна корпускулярно-волновая теория. And I think especially Russians with this tradition of Vygotsky is very important your way of thinking and thinking in systems. И я нахожу, что именно русские, да еще с традицией Выгодского, они создают новые системы мышления. Yes, the communistic system was too early because people could not handle it. Коммунистическая система, она пришла слишком рано, люди не справились. But we need this way of thinking will come back in a new form, it's a new language. Но нам нужно, чтобы эта форма мышления вернулась обратно в виде нового языка. And in developing this language, we need Russian culture, the Russian history.
И для того, чтобы этот новый язык появился, чтобы он был выработан, нам нужна российская культура, нам нужна ваша система. Okay. Next slide. Can we have the next one? Now we have a different, another problem. We have the problem of language and functions, but now we have also the problem of causality. Значит, следующая наша проблема. У нас была проблема языка, проблема функций, да? А следующая наша проблема – это каузальность, причинно-следственной связи. So, for example, boredom, yes. What is the origin of boredom? Скажем, скука, происхождение скуки каково? There are different levels that we can answer this question. Мы можем ответить на этот вопрос на разных уровнях. For example, this is make analysis by Tinbergen. Tinbergen was a biologist and he was focusing on causality. Мы можем анализировать то, что происходит с точки зрения Тинберга, который был биолог и мыслил в терминах причинно-следственной системы, каузальности. So, when answering the question how to treat boredom, we need to look at all these levels. Для того, чтобы ответить на вопрос, что делать со скукой, мы должны посмотреть на все эти уровни. The mechanistic level. You can say Механистический уровень. No, I hear you saying it, yes. Ontogenetic. Онтогенетический уровень. Historical. Исторический уровень. And phylogenetic. И филогенетический уровень. So, I killed my father. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. I can be dangerous. Yes. I killed my father because my serotonin in my brain was too low. Я убил моего отца, говорит он. Я говорю, что правда? Он говорит, да, я могу быть опасен. Так вот, он говорит, я убил моего отца, потому что у меня в мозгу был слишком низкий уровень серотонина. Okay. I killed my father because as a boy I was neglected. Или я убил моего отца, потому что когда я был ребенком, за мной плохо смотрели, я получал недостаточно внимания. And now I needed 9 years psychoanalysis. И мне теперь надо, чтобы мне дали 9 лет психоанализа. I killed my father because last time I was not successful. Я убил своего отца, потому что я не добился успеха в жизни. So I have to try it twice. То есть мне надо как-то попробовать второй раз. I killed my father because sons want to marry the mother. Because what? She wants to marry. It's the Oedipal. Прошу прощения, я, видимо, неправильно его поняла. Насчет того, что я убила отца, потому что не добился успеха в жизни, мне нужно дать второй шанс. Дальше психоаналитическая точка зрения. Я убил своего отца, потому что я хочу жениться на своей матери. I killed my father because I want to be the lover of my mother. Yes. Я хочу быть тем, кто любит маму. And the last level, that is the level of functions. И следующий, последний уровень, уровень функций. That is the, we call it the phylogenetic way of thinking. То, что мы называем филогенетический способ мыслить. It's from Darwin also. За который мы должны благодарить сэра Чарльза Дарвина. Evolutionary. Эволюционный. Yes. So the audience has to know that we are looking now at this level. То есть важно, чтобы вы все осознавали, что мы сейчас смотрим на этот уровень. Okay. We can go to the next slide. The ultimate, the phylogenetic level Последний уровень филогенетический is the gateway for better understanding psychopathology. это врата к лучшему пониманию психопатологии. It makes it possible to link psychology and biology. Это то, что позволяет нам создать вновь связующее звено между психологией и биологией.
Okay, next one. Okay, to the next one. Even kijken. I think this is a little bit. That's the summary. Okay, next one. Next one. Okay. Yes. We will go through this. Yes. Now. Мы сейчас расскажем вам, что там мутно видно. Because I have the idea that the mechanisms, the evolutionary mechanisms, are related to motor control. По моим представлениям, механизмы отношений связаны с механизмом контроля за моторикой. Okay, next one. Следующий, пожалуйста. We need a framework for better understanding. Нам нужны рамки какие-то, для которых, чтобы они помогли нам лучше понимать. And also researchers, brain research, need also good models for making fitting the mechanisms of the brain. И нам нужно, чтобы люди, занимающиеся исследовательской работой по изучению человеческого головного мозга, создавали более качественные модели для того, чтобы можно было их применять для объяснения явлений. Unfortunately, the existing models offer theories concerning only a part of the different aspects of the recent disorders. К сожалению, те теории, которые мы имеем в наличии, они дают возможность объяснять только какие-то части тех нарушений, с которыми мы имеем дело. So this model pretends to show an outline of how the solution can be for better understanding and better fitting all these ways of thinking. Эта модель предназначена для того, чтобы предложить, как можно найти лучшее решение, более удачное решение, чтобы были такие способы объяснять, которые все объясняют. Okay, we can have the next one. We can have next one. We have this question. Yes. Starting, I use especially if say want to Stevens and Price model. That's Stevens and Price categorization. Я использую, если хотите, модель Стивенсона-Прайса, модель категоризации. Starting point is that our human brains have adapted to an environment in the last 4 million years. Наша стартовая позиция – это то, что человеческий головной мозг адаптировался к своему окружению в течение последних 4 миллионов лет. That we were living on the savannas of Africa. Жили мы в саваннах Африки. Next slide. Following this paradigm, psychiatric disorders have to, and also boredom, has to be considered as an exaggerated adaptation mechanism in the struggle for life. То есть, согласно этой модели, всевозможные нарушения психики, в том числе и скука, должны рассматриваться как механизм адаптации к жизни, механизм адаптации к среде, с которым случился гигантизм, который перерос, слишком большой стал. So we are still afraid of snakes. Допустим, мы все еще боимся змей. If you was not afraid of snakes, then you would not survive. Потому что если змей не боятся, то на природе не выживешь. So a snake phobia is an exaggerated mechanism. То есть, допустим, фобия змей – это преувеличенный адаптивный механизм. Okay. We can go to the next slide. Можно следующий. The problem is, now I have a little bit duplication of my first story, but I think there's new people in the audience, so it is not a problem. Тут маленькая проблемка, там на следующих слайдах идут некоторые повторения, но кажется, новые люди подошли, послушали. The question is not what is the reason we are still afraid of snakes. Ну, The question is
you know, what is the reason? What is the reason? Вот, ага. Значит, причина, почему мы все еще боимся змей? The question now is, well, how is depression and schizophrenia and boredom, how did it develop? What is the exaggerated biological function of it? То есть вот различные нарушения, шизофрения, скука, как они выработались, какова была их функция в норме. Okay. We can go to the next slide. К следующему слайду, пожалуйста. Following Stephen's, when there was a lack of food in the group, then the stress go up. There was more stress. Когда бывало, что группе не доставало, допустим, пищи, то возникал высокий уровень стресса. And in order to prevent fighting, two important mechanisms developed. Для того, чтобы предотвратить битву за последний кусок хлеба, выработались два важных механизма. And it is important that this mechanism, now we are talking at this level of causality. И важно, когда мы говорим об этих механизмах, мы сейчас говорим на уровне каузальности, на уровне причинно-следственных связей. Two important mechanisms developed in the group. One is that you want to control it. Два важных механизма выработались в группе. Один, я хочу ее контролировать. So, if you want to have food in a group and there is less food, then you have to fight for it and to fighting. But fighting gives bloodshed, gives wounded. And in order to prevent that, we make intimidation and a ranking. Поскольку пряников на всех не хватает, если я хочу получить пищу, я должна за нее драться. А это означает, что кого-то прибьют, а кого-то ранят, а такого мы допустить не можем. Поэтому выработан механизм запугивания. So that is in this fighting there are winners and there are losers. И в этой происходящей таким способом борьбе есть победители и есть лузеры. But then there is no bloodshed, there is not wounded people. Но зато нет кровопролития. So нет людей, которых покалечили. So that is the advantage. Это, скажем так, большое преимущество. Till that moment everybody is still alive. Получается, что все равно все живы остались. But there is also a possibility, and that you can go out of the group. You can say, now I don't want to stay in this group, I'm unhappy, I split off. Но кроме того, остается возможность выйти из группы. Я говорю, мне в этой группе не климат, я пошла в сторону. And this is very important mechanisms. So it is controlling or it is leaving. Это очень важные два механизма. Контроль путем запугивания, да, контроль над группой, власть. Или это уход, выход из группы. We call this ranking and spacing. Мы это называем ранжирование, то есть создание рангов, или дистанцирование, создание пространства между нами и группой. This way of thinking mechanism was also found by Leary, a psychologist in the US in the 50s. Этот способ описывать то, что мы только что перечислили, это изобретение Лиари, психолога. Yes, in the 60s. Yes. Leary, yes. Yes. Timothy Leary, yes, in the US. Тимоти Лиари, американский психолог в 60-х годах, это вот про такое писал. And he found out that two axes for the classification of personality disorders. И он нашел, что эта модель дает ему форму подхода к личностным расстройствам. And now in the big five,
there is also, you can find these two important axes. Два разных подхода. И теперь у нас есть два разных подхода к большой пятерке. It is control, Контроль. and the other one is in group or out group. И второй это быть в группе или вне группы. Это две оси. А, две оси, прошу прощения. Не два подхода, а две оси. Он там рисовал график с осями. So these two axes is also used by Stevens and Price at the group level. Эти две оси, Стивенс и Прайс, использовали также для уровня группы. Can I have next slide? Oh yes. So if you want to stay in the group and very dominant, then if that mechanism is exaggerated, you become manic or you became a psychopath. Если у вас есть намерение оставаться в группе и желание в этой группе доминировать, и это намерение преувеличенное, слишком сильное, то вы становитесь маниакальны или вы становитесь психопатичны, пограничны. Yes. On the other side, if you are too submissive, на другом конце этой оси, если вы слишком легко подчиняетесь, then you became depressed if you have too submissive. тогда вы впадаете в депрессию, если вы перед всеми гнетесь. Okay. And if you go out of the group, you don't want to identify, you leave the group, and that means that you have risk for becoming schizophrenic or autistic. А если вы хотите выйти из группы, если вы не хотите с ней идентифицироваться, если вы хотите от нее в сторону, то тогда возникает риск шизофрении или аутизма. So depression and manic and schizophrenia and bipolar disorders То есть депрессия, маниакальность, шизофрения, биполярные расстройства are exaggerated adaptational mechanisms. это преувеличенные механизмы адаптации. Okay, next slide. Yes, and you can see this one, I showed it earlier. Вот эту штуку я ее уже показывал. And this is also genetically, we can find the genes is also fitting with these two important axes. И мы можем также обнаружить, что генетически гены человека важным образом соответствуют этим двум осям. So control is the same as ranking. Контроль – это то же самое, что ранжирование, создание иерархии. And spacing is the same as intimacy. А дистанцирование – это то же самое, что интимность, близость. Вопрос расстояния. Yes. If persons are together and say go in a divorce, yes, divorcing. Допустим, люди сошлись и затем решили развестись. My question is, if you imagine that you have a marriage, imagine. Вот представьте себе, имеется у вас брак. And you have a partner. И есть у вас партнер. But now the question is, you are disappointed. Но, допустим, вы в этом партнере разочаровались. Imagine that your partner used too much vodka. Допустим, партнер слишком налегает на водку. And you have a bad marriage. И в результате брак, не очень хороший. And then you start, you have a house, yes? А у вас дом, And you have financial problem now. и теперь у вас финансовые проблемы. Yes. What is your coping style? Is it because there are three ways you can choose? Каков ваш способ решать проблемы, копинговый стиль? Are you fighting and going to the lawyers and you want to have the last money of it? Начинаете ли вы борьбу за последний грош, идете, нанимаете адвоката? Or are you submissive and are you a follower?
Или вы склонны подчиняться, исследовать за кем-то? Are you becoming silent? Или вы замолкаете And are you submissive? и подчиняетесь? Or perhaps stay with this guy? А то и вообще как бы остаетесь с этим пьющим мужем? Or are you one that say, I stop, I go to Moscow, or I go to Murmansk? Или вы говорите так, с меня довольно, в Москву или в Мурманск? Okay, my question is, it's of course not obligatory. It's everybody is free. Это вопрос, на который вы не обязаны отвечать, вы свободны не отвечать. But I want to have, if they react, then it has to be an honest answer. Но если кто-нибудь ответит, пожалуйста, отвечайте честно. Are you a fighter? Are you submissive? Or are you a leaver? Склонны ли вы к борьбе, склонны ли вы к подчинению или склонны ли вы к тому, чтобы уйти? You are under big stress. Допустим, у вас большой стресс. So that is not a good solution. There is not, your partner is not willing. То, что вы имеете, это то, что вас не устраивает. Okay, who is a fighter in the audience? В нашей аудитории кто борцы? Кто будет бороться? Есть такие, кто склонен это выразить? Yes, some did raise their hands. I see only one hand. Бороться за что? За все мое. You have to choose in the three coping styles. Нужно выбрать из трех способов, из трех копинг-стилей. Борьба, бег, это самое замирание, подчинение, бег. Who don't want to with this experiment? Who don't want to get... No, here the audience, you can translate it. Who wants to answer this question? Is there somebody not willing? No, not one. Ага. Поднимите руку те, которые не хотят участвовать в отвечании на этот вопрос. Is it too personal? Слишком личный, да? А можно занять нейтральную позицию? Can one be neutral? Sorry? Can one be neutral? Can we ban neutral? No, no. Everybody. Нет, ну у каждого есть какой-то стиль, да? Is there a fourth way? Is there four? Oh, sorry, is there? You said there are three. Is there a fourth way? And this is the mechanisms that are fundamental. Это механизмы, которые являются фундаментальными. Буду ли я бороться, буду ли я терпеть или буду ли я уходить в сторону? Under big stress, fighting war or under divorce, everybody will choose a way. Когда возникает серьезный стресс, когда грозит война или когда грозит развод, поменьше возьмем, да, каждый выбирает один из трех этих базовых вариантов. It is fighting, it's submission, or it's leaving. Буду драться, буду подчиняться или уйду. А? Сначала один, потом второй. В разных контекстах, разные люди. What about first one, then another? Sorry? What about first one, then another? What? First one? First one coping style, then another. That is a very... Сначала потерпеть, потом... Сначала один вариант, потом второй, да, это интересный вопрос. Okay. That is actually, okay. So, but now this, I want one. Then perhaps this is too personal. Okay, it's too personal. Okay. Ну, может быть, это слишком личное получается, ладно, извините. Yes. But I want that you have to choose for yourself. Imagine the situation of fighting. Я Imagine просто stress. хочу, чтобы вы для себя представили, вот ситуация, да, такая, как бы, конфликтная. Yes. It is important that you imagine in yourself what are you doing. Are you a fighter? Важно, чтобы вы внутри себя для себя представили, вы чего бы из трех сделали, боролись, терпели или уходили. Are you submission or are you leaving? Is everybody
agree with, can you make a decision, or is there somebody who cannot make a decision? Есть кто-нибудь, кто не способен внутри себя решить, чего бы было бы? И я чрезвычайно счастлив, что вы предложили спонтанно этот ответ. Yes. And what is the point? That is, we are talking now about the Oedipus complex. The Oedipus complex. Суть-то в чем? Мы сейчас говорим про Эдипов комплекс, произносимый по-английски и по-голландски по-разному. And the solution she found out, Freud was not as clever as this lady. Вот у Фрейда не хватило мозгов на то, что вы сразу придумали. Because Freud did not know the answer on this point. Фрейд тут совершенно не знал ответа на этот вопрос. It is the traditional question. Do you know, everybody knows here the Oedipus complex? Yes? Oedipus was then, wants to marry his mother, and Oedipus wants to kill his father, but he feels guilty about it. Значит, традиционная проблема в чем? Эдип хочет жениться на своей матери и хочет убить своего отца, но испытывает чувство вины по этому случаю. And in this tragic history, he went to the town of Tema, where his father was king and his mother was the queen. Ну и в этой трагически печальной истории он отправился в город Фивы, где его отец был царем, а его мать царицей. And then there was the riddle, because he came in the town and there was the Sphinx. И напоролся на ту самую известную загадку, потому что для того, чтобы попасть в город, надо было проехать сфинкса. And the question of the Sphinx was, in the morning it walks at 4 legs, in the midday it walks at 2 legs, and in the evening it walks at 3 legs. И если кто не знает, сфинкс спросила, что? Что это такое? Утром ходит на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3. And the answer was the time, because the old man, the baby is in the morning, and then in the afternoon, in the midday it is the adult, and when you're old, then you need a stick. И ответ был человек в разное время. Младенец, который ползает, взрослый, который ходит, и старик, который берет палку. And then the answer is this timing. То есть суть ответа заключалась во времени. So what is now the Oedipus complex and the answer on the Oedipus? The Oedipus complex, everybody is thinking about the mother and is thinking about the father. И с этим эдиповым комплексом беда такая, что народ думает про маму, про отца. It's of course wrong to have sex with your mother. Ну, очень нехорошо заниматься сексом с собственной мамой. And it is wrong to kill your father. И папу убивать тоже, в общем, нехорошо. Yes. But actually the problem of the child was not the mother. The problem of the child was the relationship with his father. Ну, проблема ребенка была проблема, не связанная с матерью, а проблема отношений с отцом. And the problem of the child is, I want to kill, there is my father and I want my mother. And then he has to push away his father. Проблема ребенка была, вот у меня тут отец, а я вообще-то маму хочу себе, и пускай отца мы куда-нибудь оттолкнем. The biggest problem for the child is, how can I kill, I wish, I hate my father, but I love my father too. И проблема ребенка в том, что куда бы мне отца убить, отправить, чтобы его тут не было, но ведь я и отца еще и люблю тут. And the answer is timing. When I wish my mother, I want my mother and my father go away. But when I'm alone at home with my father, then I love my father. И вопрос в том, что время надо правильно выбирать. Когда я с мамой, так я люблю маму, отец пускай идет себе. А когда я один дома с отцом, так я люблю отца, и все хорошо. So the key answer is indeed timing and flexibility. То есть ключевой ответ на самом деле в чем? Выбор времени и гибкость. Okay. So now my question, I was brain researcher. Вопрос у меня такой. Я вот занимался исследованиями головного мозга. And I have to answer this question. This is so important, this stage of timing and flexibility. И мне нужно ответить на этот вопрос. Это так важно, вот эта вот стадия, да, выбор времени и гибкость. Okay.
And I try to find out which mechanisms are in that situation. So what is happening in the brain if we can have timing and serial ordering? У меня была такая проблема. Какие механизмы работают, когда мы выбираем время и ведем себя гибко? Какие процессы происходят в головном мозгу, которые позволяют создавать последовательности, упорядоченности и выбирать время? And then I find out that in the ranking, this is so important mechanism, fighting, submission, flight. This is crucial because Stevens and Price, Leary, the Big Five, it's all coming back. So there must... Значит, и я обнаружил, что вот эти вот три механизма, они так важны, я не буду их заново перечислять ваши решения, значит, по Лиари, о которых я уже говорил. Yes? Okay. So there must be physiological mechanisms for this axis, for this classification system. И поскольку это такая базовая вещь, значит, должен быть где-то в головном мозге человека механизм или механизмы, которые управляют этими двумя осями и различным поведением по ним. Okay. And now I show you the mechanism behind all this. И вот сейчас я вам покажу, какой механизм за всем этим стоит. Okay, can we have the next slide? Can we have the next slide? Can we have the next slide? The next one? Yes, this one. Because now we are coming together. I think this is a very important, in my talk, this is a very crucial moment. А дальше наступает момент чрезвычайной важности в том, что я вам повествую. In our brain, in our working, we have 3 stages. В нашем мозгу, в нашей работе у нас 3 стадии. I already told you in my former lecture, because this is crucial. Я уже в той лекции об этом говорил, потому что это критически важные вещи. I can see the water, okay? I can see it. Я могу видеть воду. That is perception. Это восприятие. The second step is I wish it, wanting. Следующий шаг, я начинаю ее хотеть, желание. Intentionality. Интенциональность. Motivation. Мотивация. That is your core business. Это, собственно говоря, суть того, чем вы занимаетесь. You are specialist in wanting, in motivation. Вы специалист. So we have perception. У нас есть восприятие, Intention. намерение. And the second step is action. И дальше пойдет действие. Action. Okay. Two important. My theory is that in grasping, there are 2 mechanisms that fit with the 2 axes. А моя теория такова, что на стадии действия, на стадии хапа, есть две очень важные оси. And during evolution, when the baby becomes adult and when the apes became human, then 2 important mechanisms are implemented from the motoric area in the intentional area. Значит, за время эволюции, за время филогенеза, пока младенец становится взрослым, за время антогенеза, пока 40 делает из обезьяны человека, произошел шаг, когда эти 2 механизма перешли от обращения с непосредственными физическими объектами в область интенциональности в психологии. The first mechanism of the object is the gluing, the grouping together. Значит, первый механизм, связанный с объектом, это группирование, склеивание. And the grouping in our brain, so gluing together, is one of the basic mechanisms. В нашем головном мозгу группирование, склеивание вместе, это один из базовых механизмов. The grouping mechanism I call the drive mechanism. Механизм группирования я называю механизмом драйва. Yes. In this slide, yes,
you can see the grouping mechanism. It is in the football. The football is there, and he puts power on it. He groups the feet. Значит, на этом слайде, разделенном пополам с левой стороны, вы видите группирование сил на мячике. Есть мячик, и все, что в нем есть, он сосредоточил на этот мячик, сгруппировал. And in the grouping he can dose his force. He can go less or more. It is the grouping, gluing together. И в этом группировании, склеивании, он может дозировать степень сгруппированности. Он может сильнее группировать. So this mechanism for grouping, we use it not only at the motoric area, but we use the grouping and gluing also at the mechanistic, at the intentional. Вот это вот группирование, оно у нас работает не только в области моторики, но и в области интенциональности, в области психологии. And now you can see this on the right side. И вы можете посмотреть на правую сторону, где некоторое количество львов друг друга кушают. The two lions. Yes. Два льва. One picture is of intimidation, fighting. Одна картинка, где два льва друг на друга рычат, дерутся, то есть запугивают. But at the upper side, it is intercourse. А несколько выше мы обнаруживаем, что один из них Наполеон, а другой Жозефина, и как бы они прекрасно сошлись вместе. And that is the gluing mechanism. Because if you look very well at these pictures, you can see that the lion, the man on the top of the lady, yes, on the right side, has exactly the same face as in intimidation. И если вы посмотрите на эту картинку, вы увидите, что лев, который там на львице сверху находится, что он проделывает то, что он проделывает, с ровно тем же замечательным выражением на морде, что и когда он дрался. So now you can see that intimidation and affiliation, that is intentional mechanism. In the brain, we glue it together. Мы видим, что запугивание и аффилиация, два механизма, существующие в головном мозгу, они сходятся вместе, они склеиваются вместе. So now you are in the world of first psychoanalysis. И вот сейчас вы находитесь, так, допустим, вы в мире первых психоаналитиков. That in psychological perspective, sexuality is linked with aggression, and sexuality is glued together. Intimidation and affiliation, it is in our brain in one box. В психоаналитическом пространстве, да, и мы представляем себе, что запугивание, аффилиация, сексуальность и агрессия, что они идут только вместе, что они фактически неразделимы, что это что-то, что склеит. So sexual development is extremely difficult development because the soft and aggressive has to come together, and that is very difficult. Сексуальное развитие – это очень трудная часть развития, потому что жесткость и мягкость должны сойтись воедино. This mechanism is crucial for control and ranking. Yeah, so, значит, вот этот вот механизм, он критически важен для, это он, я так понимаю, на нижних его показывает, для контроля и создания иерархии, ранжирования. yes. So the gluing mechanism is important for connecting intimidation and affiliation. Механизм склеивания, которым оснащен головной мозг человека, очень важен для того, чтобы свести вместе запугивание и аффилиацию. And then my question was, what is now the mechanism behind spacing? Дальше я спрошу, а какой механизм стоит за дистанцированием? Can I have the next slide? Можно следующий слайд? Next one. Еще? Next one. Еще? Next one. Еще? Yeah, this one. There you can see
the football player, that is also is the football, but you can also see that there is the keeper in the goal. Вы видите нашего футболиста все того же, и все тот же его мячик, но к нему добавили вратаря. And now it comes that this is not a gluing mechanism, but this is serial ordering. Because это механизм не склеивания, это механизм создания серии шагов. Как это выразить-то? Создание алгоритма? Да, можно. So, when I take this very crucial, when I take this, I need a gluing mechanism, okay? I want to graph. Если я хапаю что-то, да, то мне нужен склеивающий механизм. Yes, I make the picture that's gluing. I make all motor control. One system, it's also in the brain, is gluing to do Я this. создаю единую картинку для себя, я контролирую свою моторику, я соединяю эти два механизма вместе и держу то, что мне надо. But now is coming in, I can give you an example. In Africa, they have a trick to catch a monkey. And what they do is they have a big bottle, a trick to find a monkey. They have a big bottle, yes? And they put a little banana in it. В Африке есть такой способ обезьянок ловить. Берете большую бутылочку и кидаете туда маленький бананчик. And then at the night time, the monkey comes, he put his hand, his small hand, through the neck of the bottle and grasps the banana. Приходит ночью обезьянка, свою маленькую ручонку просовывает сквозь горлышко бутылки, хватает маленький бананчик. Yes. But in the presence of the object, he cannot go out. So he's fixed in the В bottle. состоянии присутствия объекта она не может выбраться наружу, она прификсирована к бутылке. So the monkey is glued in this situation. То есть обезьянка склеена в эту ситуацию. Yes. Of course, the answer, and then the African people come, catch the monkey, they give it salt water, give it the monkey salt water. Yes. So the monkey becomes very thirsty and is running very fast, and it runs to a place. Это гениальная фишка. Значит, зачем обезьянку ловят? Не из садизма. А дело в том, что вы утром приходите, обезьянку хватаете, значит, и даете ей попить соленой водички. И она начинает очень сильно хотеть пить. И на полной обезьянкиной скорости несется к ближайшему водоему. And then the monkey is running and finding water, and then the people, African people, know where to find water. И тогда добрые африканцы знают, где водоем. So it is a trick to find water. То есть на самом деле вот эта вот вся затея, она была для того, чтобы найти воду. So of course the answer is, and that is the answer of the Oedipus complex, it is the answer what is given by that lady. То есть, конечно, ответ, и это ответ на Эдипов комплекс, то, что наша коллега нам подсказала. Do it after each other, release it and come back tomorrow. And then Делайте все последовательно. Сейчас отпустите, а завтра придете снова. so that it's the timing mechanism that is the answer. And Механизм выбора времени является ответом. can we go back to the yes, this one. So you can see that the football player is fixed on the football and he is dosing the power. That is the glue mechanism. But Значит, футболист, он прификсирован к своему мячу, как бы он приклеивает к нему все свои силы. Механизм приклеивания. yes, so but the keeper there, the keeper is not jumping to the object, because if he jumps to the object, he's too late. So it is like the monkey, he has to release the football and not jump to the ball. И вратарь, если бы он как обезьянка кидался бы на мяч туда, где мяч сейчас, то он, конечно, не успеет к нему. А он использует механизм отсрочки, выбора времени. And then he makes a prediction, imagination. So И он делает предсказание в своем воображении, где мяч будет. he makes an imagination,
and he jumps to his imagination. И то, куда он прыгает, это место, где мяч находится в его воображении. By comparing the situation there and comparing it with the new one. So he makes a comparison. Сравнивая ситуацию, которая есть и которая будет. So if I want the water of the dropping bottle, if I drop it, I have not to grasp the bottle, but I grasp to the image. Если я вот так вот буду ронять и ловить бутылку, я сжимаю руку там, где бутылки еще нет, где есть в моем воображении образ бутылки, что она сейчас туда прилетит. So if you want to have the football, then you have to make imaginations, and you don't jump to the object. So you have to. То есть, если вы хотите мячик хапнуть, To put то it вам in, нужно иметь воображение и хапать мячик в том месте, где он в воображении, а не в том месте, где он в реальности. yes, and that is imagination. So you have to stop the object, the banana, and you make the imagination, and you catch it there at another place. I will be there. То есть вы оставляете этот самый банан в бутылочке и в воображении представляете, а где он потом будет. Okay. This means stop the object and make your imagination. And that is exactly also the answer of Easter, that we have to make imagination. And not Значит, то есть вы отстраняетесь от объекта и отправляетесь туда, где объект находится в воображении. И это также секрет Пасхи. Вы идете за воображением. and this is the key answer on boredom. И это ключевой ответ по поводу скуки. Don't be the monkey who is fixed with his hand in the bottle. Обезьяной-то не надо быть, которая влезла в бутылку и прификсирована к бутылке, потому что не может отпустить бананчик. Because then boredom is that you are there and you have to stay there. You are with your object. Тогда наступает скука в том смысле, что вы вот тут померли, никуда деться отсюда не можете. Yes. And then you have to be the keeper to leave the object there and to start imagination. А лучше будьте не как обезьяна, а как вратарь. Работайте с тем, где оно будет в воображении. You can overcome your boredom by art, imagination, music. It's also imagination. Вы можете преодолеть скуку, наслаждаясь искусством, то есть воображением, музыкой, то есть опять же воображением. So, but this is a painful process because you have to refrain from the object, from the banana, to have it now. Но есть болезненный элемент в этом процессе, потому что сиюминутный бананчик приходится отпустить. And only in a lovable, in a nice situation, you can go through this process of imaginary development. И только если в ситуации присутствует достаточное количество любви, если это приятная ситуация, вы способны пройти через этот процесс, отпустить сиюминутное и потянуться за воображением. It was a great pleasure to be here, and I thank you so much for your time, your friendship. Здесь было замечательно приятно находиться. Спасибо вам большое за ваше время, за вашу дружбу. Thank you.